В современных реалиях испепелитель во вторжении — это, наверное, один из самых худших билдов, которые туда вообще можно взять. И меня бесит то, что люди до сих пор выставляют крафты с испепелителями на выставку как антилюдики. Почему пепел является худшей пушкой для вторжения? Ну, потому что у нас есть йотун, который делает так. Теперь ты синий, это моя специальная атака. Если вы думаете, то, что мне просто так повезло один раз, то нет. Вот клип, где я почти в соло уничтожаю Левиафана с третьей волны. Ну, конечно, да, союзники тоже что-то сделали, но, скажем прямо, 10 тысяч урона с роев — это крайне мало для уничтожения Левиафана. Ну и в итоге мы получаем полный отвал рамы. Сразу скажу про то, что уничтожить Левиафана в одиночку за пару кликов получится явно не в каждом бою и даже не в каждом третьем или в пятом. Однако все равно Акари плюс Йотун — это хорошая комбинация для того, чтобы помогать своим союзникам, ведь с ней любые Левиафаны разваливаются гораздо быстрее, чем с Испепелителем. Особенно уязвимы к Йотуну левики типа Колосс, хотя я называю их рампузанами, и левики типа Сосиска, или же Автобус, кому как удобней. Но тут возникает совершенно закономерный вопрос, почему снятие сопротивления к урону лучше, чем множитель урона на 2? Начнем с того, что множитель урона не всегда 2, иногда он 1,5. А также нагрев хуже охлаждения из-за того, какие именно детали составляют ключевую структуру Левиафана. В игре есть такой параметр под названием пропуск урона, и он работает очень легко. 90% пропуск урона означает, что если по этой детали попадет снаряд, наносящий 100 урона, то он нанесет ей всего 10. И пролетит сквозь нее, потенциально нанося оставшиеся 90 единиц урона уже другой детали на своем пути. Это очень легко проверить. У медианы 160 урона по одной детали. По детали с пропуском урона 50% у нее уже 80 урона, а по детали с пропуском урона 90% урона всего лишь 16 единиц. И если за деталью с пропуском урона есть какая-то другая деталь, то по ней проходит оставшийся урон. Этот параметр есть у решеток и полурешеток, но в данном случае нас интересуют в основном рамы. У них пропуск урона 75%. И что, если я скажу вам, что этот пропуск урона снимается йотуном? И деталь получает полный урон от снаряда. Ну, в принципе, он снимается любым охладом, но в данном случае йотун просто банально удобней. Медиана все так же наносит 160 урона, но по раме, у которой пропуск урона 75%, она наносит в 4 раза меньше урона, то есть 40 единиц. Теперь мы кидаем йотун и ждем, пока рама полностью остудится. Заодно сделаем контрольную проверку урона медианы. Все еще 160 единиц урона. Рама полностью прокалена, и мы получаем 160 урона. Еще раз сделаю контрольный выстрел по кабине, 160 урона. И по уже нормальной раме 40 урона. Для сравнения, тот же самый эксперимент, но с испепелителем. Так, стоп. Если нагрев увеличивает урон в 2 раза, то почему здесь множитель был 1,5? А это все потому, что одна лужа с одного йотуна позволяет охладить детали на 100%, в отличие от испепелителя, где одна лужа с одного испепелителя нагревает детали всего лишь на 50%. По умолчанию рамы получают в 4 раза меньше урона. С пеплами они получают в 2 раза меньше урона вместо 4, а с йотуном они получают полноценный урон. Тем более тебе нужен один йотун для полноценной прокалки, в отличие от испепелителей, где тебе нужно 2 орудия, чтобы сразу прокаливать на 100%. Тогда почему барашки все еще берут испепелитель? И своим, очень полезным геймплеем они мешают реализовывать твоему йотуну, который во всем лучше, чем их испепелитель. Конечно, аргумент про то, что для прокалки тебе нужно всего лишь одно оружие вместо 2, не кажется каким-то серьезным, но есть одно небольшое но. Акари. Да, внезапно Акари дамажит не только конструкционные детали, но еще и раму, которую можно приколить йотуном, чтобы она получала полный урон. И вот тут я должен был вставить что-то умное в заключение видео, но скажу честно, я не знаю, что придумать такого заумного. Это просто йотун, он лучше, чем испепелитель. Связка Акари плюс йотун довольно-таки сильная, и, честно говоря, во вторжении она ощущается как какой-то изи-мод. Даже если у тебя в команде 1 или 2 барашка, наносящих по 5000 урона, ты все равно выигрываешь. Просто потому, что левики рассыпаются.
Сам ты являешься отличной боевой единицей. За бой ты наносишь где-то 60 тысяч урона. Если ты остался последним в бою, то ты легко затащишь. При этом те, кто входили во вторжение, наверное, помнят про проблему, когда у тебя в команде 3 или 4 пепла, и они просто нагревают, но не вливают достаточно урона. Так вот, Акари Йотун вливает урон спокойно, и внезапно, имея даже 4 Акари Йотуна, можно спокойно проходить вторжение. Это решает классическую проблему саппорта с рандомным матчмейкингом. Брать саппорта рисково, потому что тебя может кинуть к другим саппортам, и вы в 4 саппорта не пройдете вторжение. А тут у тебя одновременно и саппорт, и дамаг-дилер, и еще 60 активности фармит каждый бой, и стоит относительно дешево, и в реализации своей он тоже очень простой. Так что лично для себя я нашел любимый билд для вторжения. И самое смешное, то что до него я во вторжение особенно не ходил, а сейчас я откатываю каждый день свой ежедневный бензин. Какие еще могут быть оправдания? Бегом покупать Акари с Йотуном и переобучаться.